Приветствую всех, друзья мои, на моем канале. Сегодня хочу поговорить о интересном кошельке. Достаточно большим и объемном кошельке, назовем его Longer Maxi. Ну или бумажник, как хотите, называйте его. Вот такой формат кошелька, достаточно приличный, с темляком, который одевается сюда и на руке. Вот так вот он выглядит. Выглядит. Значит, почему возник такой вопрос обсудить эту модель кошелька? Некоторые оппоненты пишут в комментариях, что он невместительный, что в него мало чего влазит, а он на самом деле сам по себе очень достаточно больших размеров. Вот сегодня я хочу эту версию опровергнуть, просто показав, что сюда помещается, в каком количестве, какие документы, какие карты, в общем, к слову сказать, сейчас в этом кошельке нет ни одного свободного отделения. Сейчас он полностью, по сути, что-то где-то в каждом отделении что-то лежит. Сейчас с более близкого расстояния я постараюсь вам продемонстрировать, как этот бумажник работает, что в него помещается, в каком количестве, в каком объеме. Давайте посмотрим. Итак, смотрим, что из себя представляет этот кошелек. Значит, сразу начнем с монетницы. Она есть, она присутствует, монет тут полно, большое, много монет. Ну, настолько много, насколько это необходимо, потому что носить много монет с собой признак дурного тона. Дальше смотрим, что у нас внутри. Внутри у нас в этом кошельке, что очень хорошо, то, что им можно пользоваться при открытом виде. У вас есть доступ ко всему необходимому. То есть здесь у нас есть отделение для денег. Для тех денег, которыми мы пользуемся постоянно, ежедневно. Вот. Дальше. Здесь у нас отделение для документов. То бишь, у нас есть паспорт, у нас есть права. Допустим, старого образца они здесь. Нового образца они, естественно, поместятся в отделении под карты. Дальше. У нас есть 6 отделений для карт. Там, техпаспорт, карты и так далее. Вот такие вот карты. Возвращаемся сюда. Здесь у нас вроде бы как монетница, но на самом деле она для монетницы сильно большая, хотя ее использовать может каждый по своему усмотрению. В данном случае это какие-то мелкая валюта какая-то. Кстати, о птичках. Это отделение способно поместить сюда небольшой телефон. Конечно, не лопату, но телефон типа, скажем, какого-нибудь Сонька, фончик, аж бегом сюда поместится, потому что отделение объемное. Вот. То есть для небольшого телефона тоже подойдет. Идем дальше. Теперь разворачиваем это дело. Уже смотрим на внутренние два отдела. Два больших внутренних отдела у нас. Еще один паспорт здесь лежит. Только на этот раз уже загранпаспорт. И валюта, например. Опять же, какая-то валюта. Если в большом количестве, она прячется вовнутрь этого кошелька. Итак, что мы имеем? Значит, мы имеем. Сейчас он пустой. Видите, ничего практически не изменилось. А сколько всего здесь лежит? И это еще без телефона. Отделение для монет присутствует. Чтобы не открывать полностью кошелек и не показывать все содержимое вашего кошелька, вы вполне себе спокойно открываете отдел для купюр, отдел для документов, карты, ну и что-то такое, телефон.
Дальше. Если уже дело дошло до каких-то серьезных документов, то вы их можете хранить вот здесь. 2 больших отделения. Эти отделения способны поместить размер паспорта. Он входит сюда, и он не выглядывает. То есть заподлицо. Вот. То есть как-то так. Вот такой кошелек. На мой взгляд, очень удобная модель, классная, внешне очень привлекательная. Ну, как-то так, пользуйтесь, наслаждайтесь. Если вам понравилось это видео, огромная просьба, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Ну а мы на сегодня с вами прощаемся. Спасибо большое за просмотр.